что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Обращение апостола Павла. Святой апостол Павел, первоначально носивший еврейское имя Савл, происходил из колена Вениаминова. Он родился в киликийском городе Тарсе, который славился греческой академией и образованностью жителей. В Тарсе Савл получил начальное образование и там же приобщился к эллинской культуре. Для продолжения образования и духовного воспитания родители отправили Савла в Иерусалим к известному учителю Гамалиилу, который считался знатоком Моисеева закона. Несмотря на принадлежность к консервативной партии фарисеев, Гамалиил был человеком свободомыслящим, любителем греческой мудрости. Подобно своему учителю Гамалиилу, Савл совмещал широту взглядов, приобретенную им благодаря знакомству с греческой культурой, и ревностное отношение к соблюдению ветхозаветного закона. Христианство было воспринято Савлом как опасное заблуждение, и молодой фарисей решил посвятить себя борьбе с последователями Христа. Савл одобрял убиение архидиакона Стефана, и, как об этом повествует книга «Деяний апостольских», даже охранял одежды побивавших святого мученика камнями. Вскоре после этого Савл получил разрешение Синедриона официально преследовать христиан за пределами Палестины. В 1934 году Савл был направлен в Дамаск с поручением от первосвященников предать на мучения скрывавшихся там христиан. На пути Савла осиял божественный свет. Сопровождавшие его воины упали на землю, а сам он услышал голос, говоривший ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Савл спросил: «Кто ты, Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Так сердцеведец Господь чудесным образом призвал своего гонителя к апостольским трудам. Бог возвестил Савлу, что ему надлежит идти с проповедью учения Христова к язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою получили прощение грехов. Спутники Савла слышали голос, но слов разобрать не могли. От божественного света Савл ослеп. Придя в Дамаск, Савл 3 дня пребывал в посте и молитве, не принимая пищи и питья. В этом городе жил один из 70 учеников Христа, святой апостол Анания. Господь в видении открыл ему все случившееся с Савлом и повелел идти к бывшему гонителю христиан, чтобы, возложив на него руки,
вернуть ему зрение. Апостол Анания исполнил повеление, и тотчас как бы чешуя отпала от глаз Савла, и он прозрел. Приняв святое крещение, Савл был наречен Павлом. С этого времени начинается новая эпоха в жизни святого Павла, его апостольское служение. Он становится ревностным последователем Христа и его божественного учения. Он горячо проповедует в синагогах Дамаска о том, что Христос есть истинный Мессия, Сын Божий. Иудеи, знавшие Павла как гонителя христиан, воспылали к нему гневом и решили убить его. Христиане спасли святого апостола. Помогая ему уйти от погони, они спустили его в корзине из окна дома, примыкавшего к городской стене. Вся жизнь апостола до обращения, по его глубокому убеждению, была неким самообманом и вела его к осуждению. Только благодать Божия извлекла его из губительного заблуждения. До своего обращения ко Христу Павел, тогда Савл, был строгим фарисеем, исполнителем закона Моисеева и отеческих преданий. Он думал оправдаться делами закона и ревностью в вере отцов. После обращения Павел стал апостолом Христовым, всецело преданным делу евангельского благовестия. Он терпеливо нес крест апостольского служения. Свои успехи он всецело приписывал благодати Божией. Всю оставшуюся жизнь апостол Павел старался быть достойным дарованной ему благодати и не уклоняться от своего призвания. Он осознал, что нет и не может быть речи о каких бы то ни было заслугах перед Богом. Все дело Его милости. Великие труды апостола Павла в деле проповеди Христовой, его многочисленные послания, адресованные молодым христианским общинам, пережили века. Как и 2000 лет назад, они служат для нас важным духовным руководством на пути спасения. Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Бонмем, братья, о нем же дерзает кто, дерзаю яс, служители ли Христовы суть, не мудрости глаголю, почас, трудех множие, пранок приболе, темницах излиха, смертях многощи. И речеми, давлейте благодать моя, сила бы моя в немощи совершается, сладцы оба похвалюся, паче в немощих моих, да вселится в мя сила Христова. И уже не я живу, но живет во мне Христос.